В маленьком городке, где уселись снежные сугробы и ветер завывал в ночи, жила девочка по имени Лиза. Она всегда была отзывчивой и доброй, но в один холодный вечер ее доброе сердце проявилось особенно ярко. Лиза, возвращаясь домой от бабушки, услышала слабое и беспомощное скуление. Подбежав к двери, она открыла ее и увидела два замерзающих щенка немецкой овчарки, дрожащих от холода. Снег падал, завивая в воздухе и создавая белоснежный экран, и щенки были почти незаметны на фоне метели. Их маленькие тела дрожали, словно из последних сил. Лиза, не раздумывая, впустила их в дом. Потерявшееся тепло и уют ее дома окутали щенков, когда девочка завернула их в плед и согрела своими маленькими руками. В ту ночь она сидела рядом с ними, шепча ласковые слова, пока они не уснули в ее объятиях. Лиза представила, как же им было страшно и холодно, и это заполнило ее маленькое сердце сострадания. На следующее утро, когда Лиза проснулась, ее удивлению не было предела. Перед домом стояли 3 полицейских машины, и офицеры с серьезными лицами объясняли, что щенки были потеряны во время сильной бури, прокатившейся по городу. У Лизы на глазах выступили слезы, когда она осознала, что эти 2 малыша – это гораздо больше, чем просто собаки. Они были символом надежды для детей, которые пережили тяжелые события. Полицейские уточнили, что щенки должны были помочь детям, с трудом справляющимся с горем. Офицеры, получившие на месте назначения ведение ухода за больными детьми, проговорили о том, как эти щенки предназначены для помощи детям, пережившим ужасные события. Лиза поняла, что щенки не просто потерялись, они были частью чего-то большего. Полиция обещала, что они вернутся, и в этот момент Лиза ощутила, как сердце ее наполнилось надеждой. Она с нежностью передала щенков сотрудникам, поцеловав каждого из них в лоб и уговаривая вернуться снова. Каждый день после этого Лиза с нетерпением проверяла почтовый ящик, ожидая весточки от офицеров. Ей хотелось вновь увидеть щенков, с которыми она так быстро подружилась. Прошло 3 недели, и вскоре щенки вернулись, став здоровыми и чуть более крупными. Их имена были Буря и Хоуп. Они вновь оказались у Лизы на руках, а девочка улыбнулась, крепко обняв их. В этот момент на ее сердце легла особая миссия – помочь и любить. Офицер, который вернул щенков, заметил, как сильно Лиза привязалась к ним и предложил ей стать помощницей в их тренировках. Девочка с радостью согласилась, чувствуя себя важной и нужной. Каждую субботу она посещала учебный центр. Лиза с восхищением наблюдала, как Буря и Хоуп не только учились слушаться ее, но и становились героями для других детей, страдающих от боли и утраты. Лиза, упрямая и настойчивая в своем стремлении к помощи, начала обучать щенков основным командам. Каждое занятие приводило к новым успехам, и она находила радость в результате труда. Буря и Хоуп слушались ее лучше всех, и это только подчеркивало их уникальную связь. Девочка была счастлива каждой минуте времени, проведенного с ними, так как чувствовала, что все это имеет значение. Она знала, что каждая команда, каждое движение и каждое слово помогали облегчить жизнь детям, которые страдали. Однажды в центр привели 10-летнего Мишу, который после гибели родителей не говорил ни слова. Специалисты решили попробовать методы терапии с собаками, и для этого потребовалась помощь Лизы. Она пришла в центр с Бурей и Хоуп и почувствовала, что это важный шаг. Миша, худой и бледный, стоял у стены, не выражая эмоций. Лиза вздохнула и с надеждой посмотрела на своих щенков. Лиза начала играть с Бурей и Хоуп, бросая мячик и смеясь, а щенки радостно бегали, ухая своим маленьким сердечком. Она заметила, как глаза Миши начали светлеть. Вот Хоуп подошла к Мише, смотря на него с интересом. Мальчик, увидев ее, медленно протянул руку и начал гладить ее. Буря лег у ног Миши, и вскоре он обнял Хоуп.
Слезы потекли из его глаз, и Миша шептал: «Я скучаю по маме и папе». В тот момент Лиза поняла, что сегодняшняя сессия может изменить все. Лиза не могла сдержать свои эмоции, когда увидела, как щенки помогли Мише открыть сердце. Она быстро подошла к нему, стараясь поддержать и успокоить, говоря, что он не одинок и что очень важно делиться своими чувствами. Психолог, который наблюдал за этой теплой сценой, заметил, что Миша заговорил впервые за полгода, и это было невероятным моментом для всех присутствующих. Он выразил благодарность Лизе за то, что она смогла быть рядом в такой трудный момент, и это помогло раскрыть внутренний мир Миши. Психолог, впечатленный прогрессом и тем, как Лиза помогала Мише, предложил ей стать постоянным участником программы. Лиза не могла поверить своим ушам. Она с радостью согласилась, понимая, что теперь она могла помогать многим детям и становиться частью их жизни. С каждым новым сеансом девочка становилась все более уверенной в себе, расти не только в своих собственных чувствах, но и в навыках взаимодействия с детьми. Годы шли, и Лиза росла, а Буря и Хоуп становились мудрее. За время их совместной работы Лиза научилась многому: как быть дружелюбной, как поддерживать и быть близкой к людям, проходящим через трудности. В некоторые дни Лиза даже пропускала дни рождения своих друзей ради сессий, но счастье, которое она получала от помощи другим, перевешивало все ее потери. Несмотря на беспокойство родителей, она упорно двигалась вперед, полной решимости изменить мир вокруг себя. Когда Лиза отметила свой 16-й день рождения, ей вручили премию за помощь сотням детей. На церемонии она делилась своей историей о 2 щенках, которые изменили ее жизнь и показали, что настоящая любовь всегда найдет дорогу. Лиза призывала всех не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, ведь в этом мире добра недостаточно. После ее речи многие присутствующие были тронуты, и в зале нарастали аплодисменты, которые казались бесконечными. Спустя некоторое время Лиза получила письмо от Миши. В нем он писал, что снова живет полной жизнью благодаря Буре и Хоуп. Он благодарил Лизу за то, что она научила его, что грусть – это нормально, и что любовь никогда не умирает. Эти слова согревали сердце Лизы, и они вдохновляли ее продолжать свою миссию, понимая, что жизнь не стоит на месте, и ее вклад действительно ценен. Спустя 20 лет Лиза управляла Национальным центром терапии с участием животных. Каждый день она видела, как ее работа меняет жизни детей. В центре собирались семьи, где родные делились своими историями. Лиза искренне слушала и была рядом, помогая создать безопасное пространство для каждого. Однажды ее дочь спросила, почему мама помогает грустным детям. Лиза тепло улыбнулась и объяснила, что любовь сильнее страха, а доброта всегда важнее удобства. Она знала, что то, что она делает, имеет значение, и хотела передать эти ценности своей дочери. Смотря в окно на падающий снег, Лиза размышляла о всевозможных проявлениях героизма. Она осознавала, как щенки Буря и Хоу поставили свои следы в ее жизни и в сердцах многих детей, которым они помогли. Лиза поняла, что доброта – это то, что передается от сердца к сердцу, и это ее истинное наследие. В этот момент она решила, что будет продолжать делать мир лучше, вдохновляя следующих поколений заботиться о других. Лиза активно приглашала волонтеров из разных уголков страны, делая программу более масштабной и эффектной. Она проводила мастер-классы для родителей и остальных желающих, обучая их методам нетрадиционной терапии с использованием животных. К ней приходили не только дети, но и взрослые, которым требовалась помощь. Лиза верила, что любовь и поддержка не знают возрастных границ. Ее программа становилась примером для подражания, и все больше людей начинали объединяться, желая принять участие. Снег продолжал падать, тихо засыпая землю, обещая, что доброта никогда не умирает.
Программа, начавшаяся с одной девочки, со временем стала движением, изменившим тысячи жизней. Лиза, ее щенки и все дети, которых они вдохновили, стали живым примером доброты, которая меняет мир. Каждый новый день придавал Лизе сил и уверенности, а свет любви и надежды, которые они несут, будет сиять ярче, чем когда-либо. В конце концов, каждое маленькое дело, каждое щенячье объятие и каждое доброе слово создали неостановимый поток, который продолжит менять жизни даже спустя долгие годы.